О, что снимать? Документальный фильм. Кого бы ты хотел видеть сейчас в финале? Ну, было бы прикольно, если бы это были Bad Boom и какие-нибудь Falcons. Просто потому, что это типа оригинальный финал. Всем привет, дорогие друзья! Ну что, развязка Bad Boom Дачи близка, и мы здесь готовы посмотреть финал верхней сетки между коллективом Bad Boom и Falcons. Долгий очень путь был у Bad Boom. Молодцы, ну, явно зашли дальше там, да, чем любая другая наша команда. Мне кажется, их всех хоронили. Большинство людей говорило, что с Миера у них вообще никаких шансов не будет. Тут все упирается только лишь в драфты. А у Bad Boom с этим нет проблем. Посмотрим реплей, обсудим, как мы будем играть, подготовимся к драфтам и просто зайдем, сыграем. Фалькон – самая неприятная команда на турнире. Она играет какими-то своими драфтами, она играет своими стратегиями. Про того же Булка за сутки было время понять, как контрить вот этих там нескольких героев, а у них еще таких 9. Эти ребята выигрывают каждую квалификацию Мена региона, да, и в Мене они короли, а короли ли они на про-сцене между всеми регионами. Ну, я до сих пор считаю, что мы самая слабая команда турнира. Мы видели, что они очень круто играют в доту, вот их макро. Могут ли Falcons играть хорошо в доту, когда все их герои банятся? Томстон ставится, не успевает на Falcon, защитить, скорее всего, такая не получится. Напали на Снейкинга, очень быстро его сбрили, прыгнул вперед, в змейку скитер. ДК. Пошел, есть текст, Найтфол, по всем сразу дэмэдж из спины, попытка убить от Дайка. Falcons пишет, good game, well played. Первая карта на финале Виноров достается коллективу Bad Boom. Ребят, всем привет. Хочу напомнить, что уже завтра начинается Bad Boom Дача. Ladies and gentlemen, welcome to Bet Boom Dacha 2024. Размах нереальный. Такого раньше не было. Это реально очень круто выглядит. A lot of money being invested into. Лучшие отели, лучшая еда, развлечения, там с парашюта прыгают, на яхтах катаются. Все кайфуют. Атмосферно, классно. Я думаю, что это уже бренд. Dacha is... I do not know what dacha means. Dacha? I only know gacha. It's like house or something. Some weird mix between like a drinking hangout place and a garden. У меня она всегда ассоциируется с чилом и с работой одновременно. To make the actual physical event unbelievably fun for everybody to show up. Турнир, так скажем, статусный. Bad Boom Дача — это закрытое мероприятие без зрителей, где основной акцент на комфорт команд, на большое количество контента для зрителей. То есть показать такой внутренний вайб, как проходят турниры, и что команды — это не просто какие-то звезды, которые должны только играть, еще показать их человеческую сторону, как они веселятся, как они отдыхают. Это другой немножечко стиль турниров. Мы привыкли турниры смотреть определенного сетапа, да, стадионы, сцена, люди сидят, но как будто бы этот формат немножечко приедается. Хочется чего-то другого. Вот хочется больше посмотреть, как игроки находятся вот все вместе, да, их подснимают все время, выкладывают какой-то крутой контент. Как же чисто все, это просто в книжке по доте надо. Такой вайб домашний, знаешь, где ты можешь с любым пообщаться, подойти, поговорить, там, сфоткаться, ну это круто. Спасибо. На отдыхе. Дача. Как бы ты проникаешься атмосферой в любом случае. Ты смотришь, как все сделано, ты можешь посмотреть, выйти там, сцену глянуть, поговорить с людьми, просто как бы впитать дух. И это в таком случае это проще передать зрителю. It's very similar to the one that was in Yerevan. Like the vibes are the same, where there's a lot of networking and a lot of things that happen off stream, like concerts and parties and just stuff that's really fun for the talent and players and staff that show up. Спасибо большое! На этой даче на Дубайской призовой вырос.
И я вижу, что отношение игроков в корне поменялось. То есть да, дача, классно, кайфово, крутые отели, прекрасные виды, отличная еда, все здорово. Так, ребят, но у нас КВшки. Играть надо точно, выходить из группы, тут призовой лям, все остальное. То есть, мне кажется, со стороны игроков отношение немножко к даче поменялось. На самом деле команды мы приглашали не по рейтингам, не по каким-то системам, а именно по нашим личным ощущениям их достижений. Турнир действительно по составу команд получился, наверное, один из самых сильных за последнее время в доте. Это формат, в котором собрались лучшие команды на данный момент. Это, что называется, TI-выжимка, да, вот такая. Предлагаю вам начать с того, что у нас прошла групповая стадия. И давайте вспомним, кто нас покинул. Группа А, группа Б. Мы попрощались с такими командами, как Аврора, Virtus.pro, Nouns и OG. Как вам? Именно весь сам состав команд на Bad Dachе очень жесткий. То есть, если ты можешь назвать команду ОГ, команда, которая там тоже там квалы сюда разнесла просто вперед ногами, но на фоне остальных титанов доты, которые здесь, ну, они пока что, наверное, не выдерживают. We're too scared. And if we're too scared, we're gonna lose every game here. It's not like this. We need to play free. We can shove 3 waves aggressively, being like line can't be everywhere. I don't fucking care. We're killing all the waves. Job done. А в остальном все очевидно. Есть команда Аврора, которая ничего выиграть не может, но она как бы приглашена была за бывшие заслуги, так как это бывший эталон. I cannot believe we would break out of Invis and hit this shit. Они, ну и должны были вылететь, кто там еще. We are still in a pretty early phase of our team, so we're still figuring things out. Like nothing is really set in stone. Из фаворитов Гладиаторы, Спириты, Экстрим тоже могут, в принципе, этот турнир забрать. Они очень круто играли в групповой стадии. 就打出我们平时训练的那种感觉，就有机会吧，我觉得。 Китайская команда становится сильнее, это классно, это круто. Я рад, что вернулся Ами. Я рад, что будет все время теперь сражение. И Тора против Ами — это легендарное событие. Ами — это легенда доты. Думаю, можно его уже назвать лучшим китайским керри за всю историю доты. Он вернулся, и это вызвало огромный хайп. 因为平时打天梯太无聊了，感觉来打比赛有意思一点。 Для меня Extreme Gaming является полнейшим фаворитом. Я обожаю 3X и Easy Lane. Владелец Azurei Extreme Gaming — это человек просто гений. Взял Azurei, немного зашафлил, собрал 2 состава. Не могу сказать, что равные по силе, потому что Extreme я буду выделять больше. У них много хороших команд. LGD вот сделали замену, убрали Эма, пикнули Сетсу. Я думаю, у них просто 3 сильных очень состава, которые будут постоянно в топе, я думаю. 就是你知道那个就是有个那个就中国有个梗嘛，就是那个 China Dota Great Again。 Более-менее плюс-минус команды выступают на тот уровень, который заслуживают. Гладиаторы немного поплыли в каких-то моментах. Будут вопросы. Мне кажется, что гладиаторы могут вообще до финала не дойти. Чуть-чуть подрасслабились, какие-то проблемы могут всплывать по ходу турнира. На то и есть групп-стадия, и у тебя есть право на ошибку. Yeah, so it started off really well. Then we had a really bad day against Falcons. This was mostly like a big mental day. We were not feeling good and we were having a really rough time. Команда Малрина побеждает на карте под номером 1. И, наконец-то, у нас сенсации подъехали, друзья. Фальконс — это точно ты изначально не поймешь. Вот иногда по их игре кажется, что они могли бы и вылететь, могли бы занять последнее место. Иногда кажется, что они могут победить всех. Да, наверное, это команда аутсайдеров. И там собрались игроки из разных регионов, которые не нашли себе пристанище в своем. Как применить свои силы в какой-то там своей там, европейской, китайской команде и так далее. И они собрали такой состав. Мы сами по себе игроки высшего уровня, хорошо понимаем доту, и мы смогли прийти к одному видению игры и находили общих героев, общие связки, и так как вообще мы играть хотим. Спирит, в принципе, и сейчас является фаворитом, потому что они в том году выиграли Инт, они выиграли Риат. Плюс у них до этого турнира, по-моему, около 30 матчей было без поражений. То, что Спирит фаворит, это как бы да, ну как бы фаворит ли они, это я не уверен. Ну, потому что нельзя всегда вот быть на пике, будут спады. Пару слов скажи, что про интервью там было. Капитан сломался, купите нового, пожалуйста. Не знаю, почему-то так все время складывается, что все против нас потеют как не в себя, все хотят нас победить. Ну, я думаю, что причина очевидна, мы же все-таки чемпионы мира. Поэтому, конечно, они хотят взять реванш, отомстить как-то. А ты точно в доту собрался играть с этим? Да,
Ну, я понимал, что Наунс, скорее всего, вылетит. Бэтбум, либо еще кто-то, потому что у них новая тройка, они играют первый турнир. Это пиздец натуральный плей для Ланай. Взять Дагер, пойти убить Дума. Дум фрикил просто, это не герой. Во время групп мы играли, я считаю, нормально. Мы должны были, я уверен, забирать больше карт. То, что там Бэтбум поиграли с кем-то 1-1, кому-то проиграли, с учетом того, что у них новый игрок, мне кажется, от них мало кто ожидал, что они там всех будут выигрывать. Мы еле как вышли из группы, но на самом деле мы можем хорошо играть. Самая интересная игра была та, которая не должна была быть интересной. Команда Spirit против OG. У OG есть реально шанс, нужно выигрывать 2-0 у Spirit, тогда будут переигровки. И для Spirit это была просто как КВшка, они в любом случае выходили там в плей-офф. OG же, если бы они выиграли Spirit тогда 2-0, они бы играли переигровки с Bad за это. У Бэтбум было на прошлой даче проклятие, что они вылетели с группового этапа, и мы думали, неужели сейчас это все повторится, что в переигровках как-то пойдет не туда. Неприятно, когда ты уже лоханулся, и ты просто ждешь, пока за тебя кто-то выиграет игру. В этом есть какой-то свой шарм, там типа давайте, но по-настоящему это не круто. Это прыжок наверх, и веры, но Юраки забирает Аегис. Драка будет начинаться уже не так хорошо для ребят из Spirit. Музыка проходит, катается безел по всем, кто делал пятый разложат, прячет себя невидим, Слепошка пытается драться, на него Крейв. Если мы берем Spirit как, наверное, как лучшую команду в мире, то OG выдали просто свой максимум. Минус 4 в живых остается только один Слепошка, ГГ написано 1-0. OG забирает первую карту, браво. Творим историю в прямом эфире. Уже первую карту забрали OG. Первая карта на 70 с чем-то с лишним минут с кучей переворотов камбэков. Это поистине самая зрелищная карта, которая была за групповую стадию. Ой, пошли, да ты Ларлой с Пипошкой вместе. Прыгать Юраки начинает их бить. Ой, так быстро съедает, прямой, опять ничего не нажал. Фантастика минус Текис тоже моментально. Кук, еще и минус ВР, пытается уйти Юраки, он ушел через телепорт-тучку. Почти что справились, почти что у них получилось выиграть. Трон всеми силами, последний пара клика нажать. Кто-то бьет Трон, Безе бьет. А Егис лишает, Трон падает, Spirit выигрывают эту карту все-таки. Good game, well played, это 1-1. То есть я болел там за Spirit, все дела, типа, ребята, давайте поднажмите. Но вот когда они выиграли, у меня внутри как опустошение, типа, блин, вот чем я занимаюсь? Я болею за другую команду, чтобы моя вышла в плей-офф, типа... Бэтбум новый оффлейнер, и они полностью перестроили свою игру, и это, мне кажется, очень сильно повлияло на них. Почему Шопьерд у нас были, скажем так, разногласия в команде. Я был, наверное, больше за то, чтобы он остался. Ну, у нас так с ним контакт, он очень хорошо налажен, друзьяшек, скажем так. Тестился в многие команды, кто-то мне писал, и в итоге меня позвали ребята. Вот, позвал тренер, Толян. Добро, не стреляю. Да, стреляем. Короче, каждое попадание по мне от игроков минус фулл ЗП. А, можно? Остальные в меня не будут. Лука там будет бегать? Даже Даня ГПК на интервью мне говорил, что на буткемпе было сложно, что были проблемы на начальном этапе с встраиванием Матвея в команду. То есть это не прошло как-то вот так по щелчку пальцев. Это значит, что ребята боролись, что ребята работали над этим, и что, ну, скорее всего, у них уже получилось. Нужно больше, я бы сказал, времени и нам, типа, адаптироваться под Миера и ему, типа, под нас. This is the gun we are using. It's semi-automatic gun. Always keep it straight and shoot. Остались с Толином 1 на 1, я играл против Волков. Это получилось так, что я даже не мог найти флаг. Судья подсказывает, говорит, там возьми флаг, отнеси на базу. Мы выиграли второй раунд. Вот так. Ты набрал флаг? Да. Всегда мечтал сходить на пейнтбол, там с хорошей компанией. Чем больше людей, тем лучше, я думаю, и было классно. Что это сплочает, люди по-новому раскрываются. Тёма просто запушил, по лысине получил. На самом деле все зависит от команды. Я думаю, вот именно, если говорить про нашу команду, то нам точно это всегда в плюс идет. Они начинают
ощущать себя не просто там игроками, но еще и людьми в контексте отношений внутри команды. То есть у них отношения сейчас не игрок-игрок, не коллега-коллега, там, не тиммейт-тиммейт, а человек-человек больше. Давайте я говорю, БС можно сделать? Я говорю бэт! Я говорю бэт! БУ3 серия. Double Elimination сетка. Проигравший продолжит играть уже в сетке лузеров. Они сейчас топ пойдут, парень. Есть катаклизм. Форстав все равно. Винга впитывает урон Хекс на Омнинайта. Винга выкупается с вабом. На развороте сбивает Найтфола. Алфарк продолжает драться. Хекс на Пангальера. Пангальер без маны. Подкопали Пангальера без байбека. Банго. Таверни, Широ без ресурсов. Да Кто-то пытается выйти. Ну и что ж, браво. На первой карте не одерживают победу. Ну, наконец. Проявили себя Bad Boom в прошлой карте. Отлично. Посмотрим, получится ли в этой карте у них реализовать Свена. Прыжок через Disruption. Найтфол будет ли продолжать? Широ пытается выйти. Пурш на Широ. The Calling Широ дает. Очень тяжело. ГПК. Прыжок 1-4. Bad Boom побеждает. Bad Boom побеждает 2-0. Это было очень уверенно. Трудно было ожидать 2-0. Это было легко. Зайдешь, если Bad Boom проигрывает или играет ничью. Bad Boom показывают, что в плей-офф они прошли не на халяву, не протащили их там Spirit или кто-то еще. А браво команде. Что, дальше у вас получается победитель пары Чо Spirit Gaming Gladiators? Да, послезавтра. Кого хотите в следующей серии? Конечно, Spirit. Всем большой-большой привет. Супер матч сегодня стартует. Spirit Gaming Gladiators. Команды, которые, знаешь, ну не очень хорошо себя проявили в групповой стадии, прямо скажем. Были ошибки, были и хайлайты. Как они справятся сейчас между собой, это будет классно. Наверное, чуть-чуть больше я бы отдал предпочтение Спиритам. А почему? А потому что у них был винстрик, уже полгода они не проигрывали ни одной игры никому. Илюха что-то там закинул, то, что хочется, конечно, как вот фейзы в КС 90, да, победа подряд сделать. Не, мы вообще об этом не думаем. Именно нам, как игрокам, вообще на это все равно. Ну, типа, прервется она, ну, можно сделать новую всегда. Так, ну, мне кажется, это давит даже немножко на тебя. Ну, в целом, типа, не рекорд, а то, что все от тебя ждут, типа, только победы. И все. Где-то, возможно, там, может, в глубине души все смотрят и ждут, так когда же они проиграют, уже ё-моё. Я должен застать этот момент. We're just excited to play them, because we lost TI to them, but besides that we haven't really played against them. Well, somehow we always managed to dodge each other. We were in different groups. Плюс-минус равная игра, обе команды могут выиграть. Не буду говорить, что они плохие или какие-то не такие. Я думаю, это те же Spirit, они могут показывать всегда хорошую доту и постараемся победить. Дурачок, конечно, немножко жалко, но что поделать, это киберспорт. Тут как бы... Да, думаю, 2-1 будет в нашу. Я думаю, 2-1 в нашу. Gold Embrace, не пробить, хроносфера ставит. Винтерскёрд наконец-то ставит хроносферу. Тут за 30 филд раскастовать, а там еще Black Hole шикарный ацелери, сбить невозможно. Сгорают герои Spirit. Вот он! Это реально первый рэп. Вот не может быть. Действительно стильное окончание этого матча. Для первый рэп на турнире делают именно Gaming Gladiator. Ну что, круто, сбили стрик, красивая игра. У меня нет слов. Тяжело быть всегда фаворитом, то есть оставаться на пике своей форме, это невероятно тяжело, потому что когда ты лучшая команда мира, все команды под тебя подстраиваются. У нас нет такого, что мы там недооцениваем противника и так далее. Ну, просто у нас сейчас не ультимативная, так сказать, форма. Мы допускаем много ошибок, и микро, и соло, и командных. Они сами-то ощущают, что они не в такой пиковой форме, там, как на НТ там, или на Ряде. Вот. А на них все равно идет давление, что типа вот давайте, оправдывайте наши ожидания и так далее. Дальше у нас не менее интересный матч, а именно Extreme Gaming против Falcons будут бороться за право выхода в следующую стадию по верхней сетке. Давай поближе все-таки именно с экстримами познакомимся и поговорим о них. Все-таки групповая стадия — это групповая стадия, а плей-офф — это плей-офф. Да, в группе они могли где-то расслабиться, да, отдать кому-то карту, но я думаю, что сейчас они будут совершенно по-другому играть, и уже не так просто будет Falcons. Extreme Gaming все хайпят, но лично для меня, я вот не считаю, что это не тир-1, там тир-0 команд. Я знаю плюс-минус, как Falcons играют, они спокойно могут выиграть. 他们很有自己的风格，但是就打得挺好的。 Мне кажется, что Китай сейчас прям будет вставать с колен.
Так как они драфтят, как они играют, как они могут переворачивать. Даже если у них все пошло не так на линиях, в моменте битва за Рошу, они переворачивают игру, они все берут под свой контроль. У них драфт настолько логичен, то есть нету таких залетных, давайте пока просто с этого откроемся, у них все наперед. Собственно, будем смотреть, удастся ли Falcon еще одну сенсацию произвести. Например, взять и отжать серию команды Extreme. Способны ли? Да, нужно. Extreme... Вот, не хочется, конечно, ругаться, но Extreme как-то вот прям очень слабенько надрафтили, на мой взгляд. Ами закрыты на фонтане, Сэм остается один. И тут его тоже запинали. Красиво окончание Falcon. Догнали они в тупик фактически соперника. Extreme Gaming против Falcons. Они вообще не знали, чем они играют. Они им все отдавали вообще. Просто 5 сигнатур в каждой игре. Просто проиграли им 2-0 без шансов. Дожидается Есетка, копьем прихватили. Джиггернаут под фокусом погибает, друзья. Ну, видимо, ГГ. Это, видимо, 2-0 от Falcons. Они отправляют команду Extreme играть где-то рядом со спиритами. Фантастика, друзья. Extreme Gaming выиграли всех в группе. В итоге просто вылетели в первом же матче. Потому что показали все свои стратегии в группе. Что лучше, там, 4-4 закончить группу, понять свои слабые стороны и выйти уже в плей-офф, там, условно, с теми стратегиями, в которые ты уверен, или 8-0 выиграть в группу, иметь корону, что ты вообще непобедим, потом прийти в плей-офф, ну, выйти в плей-офф и просто без шансов проиграть, и у тебя нету времени на адаптацию. Что-то на плей-офф надо оставлять. Как видим, как часто и бывает, попытка слепить какой-то звездный мега-состав, по крайней мере, вот если говорить про первые результаты таких команд, они, как правило, не очень удачные. Может быть, у них еще получится, но пока они выступили не на тот результат, который ожидали. Получается, перехайпили. Так, ну что, Falcons, Azurey, последняя китайская команда, внезапный Falcons, которые в плей-офф выдали очень клевый перформанс в первый день плей-оффа, да? Посмотрим, что получится сегодня. Я тут всеми руками за Azurey. Те хайпели там, например, Extreme. Но вот я походил, поузнавал у команд, как они играли скримы, праки. Они сказали, что Azurey очень тяжело с ними было играть. Они прям в хорошей форме находятся. Falcons, они просто разогнались. Посмотреть бы на Falcons, как они сыграют не своими сигнами, как бы, если им их не дадут. Сложно сказать, но я как будто бы тут чуть-чуть за Azurey. Драфт на самом деле был хороший. Я даже не сказал бы играбельный, он был больше, чем играбельный. Достаточно того, что было выиграть. Да, они пытались Амара поставить на колени. В каком-то роде это получилось, хотя на самом деле не особо. Амара был хорошим нетворс. The biggest mistake, in my opinion, was that Maladin didn't buy Blink fast enough on DK. Я принял решение не покупать Блиндаггер, который было критическим. Получается, через фаст Блинк ДК сыграли. То есть Блинк, стан и стрела полетела. Не, у него нет. Подожди, а как он зацепил Шторма своим станом? Ну, как-то зашел, как-то зацепил, видел. Мы из-за этого не могли нормально играть карту, мы не могли контролить пачки, я не мог начать файт. Это было очень важно для нашей команды. Дракон активирует форму, стан нажали. Пытаются убить, стрела долетает классно, чакра по таймингу идеальный минус. Немного зазевался лоу. Из-за того, что я приобрел мой даггер намного позже, игра она уже намного стала медленной, и из-за этого мы просто много преимущества потеряли. Плюс мы фидели. На реакцию ПКБ. Да Шторм должен залететь. Убили, как же много дэмэджа, там просто за 2 секунды снесли его. Вижена не был, да, просто шли в туман войны, но удачу, и удачи вернул с ним лицом, отлично. Это основной тот факт, что мы не рисовали цветами. И даже не то, что мой даггер, а в целом там на Алхимике был даггер, БКБ и прочее, мы просто начики, скажем так, были. Еще одна попытка что-то исправить, Falcons снопит, снова Vortex, Автори стягивает по подобие, да, good game well played. Уже не осиливают ребята из Falcons, уже не осиливали последние несколько тимфайтов. We felt like we couldn't fight them or something, but I felt like they were super weak. I don't even understand how we want to fight. Like, we never talk about how we want to fight, how we want to jump. What's our next diving? Just relax a bit and just play normally. You said I need to buy man. You literally not. How are you playing? And then when we go smoke, we're like, oh, I'm scared to jump. We're not gonna say anything. We're obviously not starting. And then you're Timber. You're not starting. Skitter said he's not starting. So there's only one person. I said it 10 times in a row. It's all good. We just fucked up on optimization. It's all good. It's not going to be just on DK. Like, how we're talking and how we're playing the map, like, we need to think more about how we get the jump and how we get the fight. Still, in the series, I feel like, sorry if it's a bit harsh after the game, but we're a bit too down after losing one game. Who cares? Fucking Azurey. You can easily win the next 2 games. Sounds good. Мы вышли на улицу, подышали свежим воздухом, обсудили, что не так.
Вторая карта чуть ли не на линиях закончилась, особенно когда они взяли Вайпера на 24-й и никак не развивали его. Там игра была максимально легкой. Да, конечно, Крит еще себе не принес Блинк. Но тут на Вайпера будет выход. Напали, стан. Все, просто невозможно выйти из оглушения. Мы перезагрузились, отбили друг другу кулачки и сыграли вторую карту, как будто мы играем первую. Лайт шаттл ставится в арт-центре, моментально Бэктик зажал Луну, пытается атаковать ее, все, фокус туда, бедняжка, не может выйти, пику нажал, но остается под фокусом от Трейсера, больно, Лоу погибает, туда рапира выпадает, кажется, мечты здесь тоже сгорают на камбэк какой-то великий от Азурей прямо сейчас, как раз без потерянной Луны, без рапиры, которая выпала, непонятно, good game will play, да, пытались, старались, но тут просто, знаешь, прямолинейная лобовая атака в Луну, просто растерялись Азурей, здесь 1-1. 他中手就先办一个人了，你选先，他中手先办一个人了，然后最后你还不选，他再把巨魔一半。他们为什么会选择这么舒服？就是因为你这个兽打不了中，对他们来说其实是能打。But then regarding game 2 and game 3, I think both of those games were very smooth for us because we understood our drafts and understood our gameplays. Мы принимали драки, которые выгодны для нас, и мы правильно использовали силы наших героев. Ой, связок! Шрифт! Зевса можно убить, через подкопа на Трей, но и без шансов. Плазмофил ТП просто пытается сделать телепорт. Хекс получает даблкилл. Условно, мы много обузили телепорт Питлорда, что по штойнами достаточно много забывали. Прыжок КД Ори, прыжок КД Ори, съел Малрин, это соль, просто один убивает. Там еще и летит сзади Андерлорд. Или не летит, тут прилетел ДК, кстати. Малрина можно попробовать забрать, большой стрик у него. Задоджил, много времени выиграл, можно компенсировать чем-то, да, убийством Марси. Там был в боте файт, мы просто в пятером оказались, просто люди забыли об этом. А подожди, но это зря, разворот возможно, даже плазмофил будет, бах! Ну как так, мы все равно подставиться, можно же было просто уйти, бах сгорает, по итогу все умерли. Нага погибает. А как недооценка сил соперника или переоценка своих? И вот из-за таких микрофишек мы их просто обыграли, набрали преимущество, и там они уже было неиграбельно для них. Фальконы хорошо, молодые, заряженные. Малрин там не боится скобочки ставить, когда что-то получается по игре. Я просто захотел, и это сделал. Я никак даже не улыбаюсь, не акцентирую на этом внимание. С чем я это делаю, это типа просто ментальное давление. Малрин 3 скобки, в второй карте была 1 скобка, теперь 3 скобки. Даже если я его не зальчильчу, он отвлечется на это. I encourage both Malrine and MR to have these like toxic or banter or like all chats, but I don't ever want them to get too invested or to get too emotional. For example, like Malrine all chatted XM after we won the whole series, and I told him I think you're crossing the line because at that point it doesn't benefit you because you already won the series. There's nothing for you to gain. It's just being an asshole, you know. I wouldn't say it's bad manners. I would say like I'm just being toxic for fun. Nothing. It's just because of the game. Like I want them to lose and everything, and easily spotlight on me. But anyway, that guy is now Malrine, and he is just smiley facing every game. Амар, он, не знаю, у него что-то с самооценкой, то есть это 100%. Видно по его любым действиям, что он хочет доказать, что он лучший. Вот я знаю, что Малрин и Амар давно играли в Creepwave, потом они разошлись, но они очень близко общались, то есть они очень близкие друзья, и они давно хотели собрать вместе команду, потому что у них просто один взгляд на доту и одна философия. Естественно, подобное притягивается к подобному просто, и все. Пальцем в небо сказал, что 2-0 Gaming Gladiators выиграют. Потому что в этом матче может быть все, что угодно. Сюда ставят, но я бы сюда тоже ставить. Ну это типа за всю игру. Видишь, они заходят в этот лес, чел ставит вот сюда. Вот. И вот сюда, да. Центр не ставишь. Обычно ББ всегда очень хорошо играет с гладиаторами, но гладиаторы сейчас в хорошей форме, очень игра со Spirit это показала, поэтому предикты здесь какие-то точные давать практически невозможно. To be honest, det man kan kite hör det en del på, så jag kan inte bli Сейчас со Spirit сыграть, но они проиграли, поэтому ну что поделать, с ГГ будем играть. Я говорю Б! Сильные стороны гладиаторов, ну то, что у них построена игра, то, что они делают все из одной игры одно и то же, и у них это все работает, да, они примерно понимают план действий свой. Я говорю бэт. Не забывай. Давайте будем людьми простыми. На CSK это дырка. Будем ее продать. Если я твоим закупом хожу и доношу танка, у меня танка будет медленнее ехать. А мой закуп как раз на это рассчитан, что я доношу стик, и улица быстро его приносит. По поводу GG, я понимаю, что ожидать. Команда на этом турнире один из фаворитов.
прошли они группу хорошо, справедливо проходят по сетке виннеров. А вот про команду Bad Boom для меня это команда, которая проделала большой путь вот с момента групповой стадии. Вот эти 2 отдыха, 2 дня перерыва. И я команду не узнаю. Я думаю, то, что Bad Boom как команда, они особо давно там играют вместе, не меняется у них там состав. Ну, понятно, там что-то пришел Торонто Токио, потом пришел Миера вместо Пьюра. Я думаю, что у них есть вот этот вот момент, что они не выиграют никогда International. Поэтому для зрителя это скучная команда. Ну, вот, это, конечно, громкое заявление, но как будто они уже достигли потолка. Вот эти вот их там условные топ-6, топ-4 там максимум, ну дальше никак. Вот как будто никак. Мы верим в свои силы и поборолись бы с любой командой. Ну и сейчас у нас будут гладиаторы. Это будет интересный матч. Вот постараемся сыграть максимум. Найтфол с Аиксом может драться, ничего страшного, если он погибнет, он вернется на фулл ресурсах, выкупает шторм, летит на аванпост, драка продолжается. Квин также убили, он также выкупается, очень много байбеков со стороны команды GG. В погоне за Селлери погибают уже Винга без байбека. Ну и остается Эйс, приходит Тофу, должны помогать Сейбу срочно, Найтфол на месте, Кинетик ставится, КПК наконец-то прилетает, тратит на это почти всю ману. Ну и это конец, победа команды Bad Boom, абсолютно разгромная, 34-7. Саня, разъебал слово. В последней драке очень болевое решение для ребят с Bad Boom. Просто нажать байбеки, несмотря на то, что драка происходит на вражеской базе, в самой дальней части, в которой это может быть. И закончить игру прямо здесь и сейчас. Как ты думаешь, прическа Сейва повлияла как-то на этот разгром? Боги доты явно довольны. Хейтеры команды Bad Boom в шоке, конечно, прибывают. Меня продавливают трое, меня ломают тавер в топе. Как у меня может быть? Меня же фулл. Мы ебали с Веном. Если ты можешь посмотреть его на Творс. 1400 на 2200 у меня было на 5-й. Они сломали мне тавер, как говорил, со спирит, условно. И типа пытались меня подъебывать в топе, но я ни разу не подставился. И меня убивали, пытались убить через глиф. Я, кстати, тебе рассказал, что типа на тебя будут лететь ДП-дис. Да. Вчера дис не успевал глимпсовать вообще ни разу. А как он не успел? Очень low level, не успевал как-то бежать, глимпсовать. А как дис в топе не успел, прям? Что у него глимпс второго левела. А у него на 5-м второй? Или на 4-м? Что анекдот хотят играть в ДП ебаный. Что они банги не берут на очки, это пиздец, они себя свои стратегии продают. Чат, вы-то за кого в итоге там заголосовали? Ну-ка, давайте посмотрим. 48-52. Все-таки Вера, есть Гейн Гладиаторс. Должны они камбэкать, должны на третью карту выходить. Что это за матч такой, плей-офф вообще? They're just sitting and they're ready. Yeah, they literally just stand there. These guys never build gold lead. They just see where you're walking and they go and they stand there and they wait behind it. They kind of just mirror it. It's all they do every game. The thing is, they always split 1-1. So I think we just kill one of the soups. We just find this guy, we kill him, and we take that room. Yeah, I think we just go with 3. Like, we're never gonna get a scenario against these guys where we get it 100%. It's just how they play. Because they fall apart if they kind of stuff. They know that. So we can't really Bad Boom, есть ощущение, что могут забрать 2-0. Давайте смотреть вторую карту. Выход на руны. Сейчас будет битва нереальная с нулевой. Выходит Тофу, пингует на него. Релиндес пошел. Какой подкоп от Сейва. Кровавая граната по всем висит. Есть чуть хила. Дурачье разворачивается, его добивают. Можно идти дальше. ГПК уже летит за Селлери. Переключается и на Эйса. Решили все же Эйса добить. Правильная цель. Хотя я думаю, ГПК еще и вполне вероятно соло-фраг может совершить. Эйс пытается выйти. Параллельно ГПК давит. Да, мы видим все. Ни одного фрага не пропускаем. Эйс. Ой, больно страфируем. Вы посмотрите, слип от Найтфола. Где, друзья, все остальные? Супернова установлена. Что по сейву? Сейв подходит. Уничтожает пока лишь варды. Есть отличный взрыв яйца по всем. Сейв ждет момента. Найтфол продолжает сбивать Квина. Квин больно. Квин погибает, теряет рапиру. Остается без байбека. Ну что ж, как драться, ГПК уже на ультракиле. Байбеки нажимают жив все, кто могут. Продолжает драться еще один фигурок Дэс от сейва с подкопом. Врыв от ГПК. Фейшифти сбивает Тини. Может делать рэмпейдж. Остается один дадл на базе. Все с байбека погибают. Рэмпейдж от ГПК ставит точку на этой карте. Победа. Нахуй вышли! Я думаю, мы много выводов просто вот именно сделали. Плюс я с ребятами чуть больше сыгрался, много разговаривали о доте. Гораздо лучше стали играть. Вот.
Короче, нам надо, чтобы нам Дора еще раз удачи пожелала. Да, Это первое. А второе, нам надо завтра куда-то поехать хуйней страдать. Ну вот я, например, верил в Миера, потому что я очень хорошо знаю, как играет Nightfall и как играет ГПК. Это оба жадных керри, и Пьюр тоже жадный керри. А Миро, он как бы такой семикор. Он играет немного по-другому. Он готов там уступать фарм саппортом, если надо уступать фарм кором. И получается, как раз это идеальный оффлейнер для команды Bad-Boom. Мнение было, что это, возможно, лучшая идея, и по итогу у них может лучше получиться, чем лучший концепт, короче. Я, в трусайте для турнира сказал, что Bad-Boom никогда не займут призовых мест. И все, и они начали разъебывать. Найти топ-4, тех топ-3. Уже топ-3 минимум. Почему мы тут сидим? Всем привет, дорогие друзья! Ну что, развязка Bad-Boom Дачи близка. Мы здесь готовы посмотреть финал верхней сетки между коллективом Bad-Boom и Falcons. Давать какие-то предикты до матча практически невозможно. Если ты задрафтил хорошо, ты выиграл. А у Bad-Boom прям нормально там все это драфтит, разбирает, анализирует, очень крутой у них. Поэтому я думаю, что вполне вероятно, что они могут очень далеко дойти. В случае Falcon просто к ним сложнее готовиться. У тебя нет просто банов на это. Тебе надо научиться контрить то, что они возьмут. Это сложно сделать по ходу турнира. Тебе, скорее всего, на это намного больше времени понадобится. I believe in my teammates and myself, so we go to every tournament thinking we can win it. And I think this roster that me and Snake gathered around this year is like in some way even stronger than what we had last year in Tundra. So I think people underestimating us quite a bit. Не будет никакой недооценки. Это точно никакой не проходной соперник, и недооценивать их это максимально глупо. Да, это команда молодая, потому что там она собралась недавно. Да, там есть Малрин с Амаром, у которых там горячая и токсичная, как бы кровь кипит в них. Ну, это же только интересней. Что думаешь про команду Bad-Boom? У них есть шанс выиграть дачу? Есть, я думаю. Ну, небольшой. Я бы обоценил 15% сейчас. Может, в 10. Но, с другой стороны, это не такой маленький процент. Скитер также, наверное, отправляется после бая. Байбека нет, Ниром ловит еще и Таска минус Таск. Пошел стопит, и теперь Nightfall может догонять остальных. Каким-то образом чудесно просто Амар нажал на блинкаут, попробует спастись. Кто еще отступает? Snake King через телепорт. Но это не важно, друзья. First game, like we play with half a brain. Like we wouldn't be focused. Like we don't even understand we're actually even playing officials. So like griefing first game. That's why I think we lost. Falcons пишут good game, well played. И первая карта в этом финале Винеров достается коллективу Bad-Boom. Like I don't hear anything. I just hear one time we can fuck them and that's it. That's what we hear. We can fuck. I don't hear anything after. Сука, ебаная мапа. Здесь вот троих застоял вроде. Да. Так мы с Талином там думали, что типа... Вот, проебанный файт? Чел на оценке 18 смертей питали. You guys don't have to smoke with the timings. You guys just need to talk about, discuss it, and if you guys choose not to, I don't care, right? I think it's about more of we are not following up on each other. There's a lot of times when I talk to these guys, there's like no response coming. I have to like double ask. Есть Avalanche, КПК ждет отката способностей. Пошли по Амару. Сейчас уже нет смысла нажимать тост. Не нажмет в итоге ничего. 3 в 1. Finger of Death накрыла тролля. Шикарная работа открыта на развороте, хотя сам был под фокусом. Тут врывается сам внезапно Бутрайтер. Лассо по лайну. Приходит КПК. Тоже рассказ дал по Криту. Криту больно. Finger of Death на развороте. Пошел Рэвидж. Крит. У него есть уже шарк. Неплохой монотрейн. Тайни погибает тоже. Это уже минус 2 по сейву. Дальше атака по тир 2. Сейв будет жить. Пойдет до конца. То ли у него ультимейт, если что есть. Почувствовал кровь соперника. Да, напал, убил. Надо на ХГ заходить. Возможности камбэка вообще не вижу. Так, Амар прыгнул вперед на все виды. Кстати, то самое. Только не его закинули, он сам залетел. В этом план. Second game, we just, like every team just picks Timber and they think it's a good hero and we all disagree on it. And we proved it by beating this hero many times. Не столько важно, сколько там герои какие-то умирают и нет тимфайт. Важно, что идеи не было. Вот он как камбэкать эту карту. Да, показывает нам Крита, который, конечно, эти пальцев раздал налево-направо. Великое количество. Браво, Falcons, друзья! Счет в этой серии выравнивается 1-1. Какое предложение? Вот мы убьем Бака. Мидар забирать. Все, что нам нужно, это просто пойти в пятером с вами БКБ.
Ничего не может. На самом деле, если вот мы не сделаем хуйни, не въебемся в аутнамбер, сделаем пару адекватных атак, ну, в целом карту очень против нас будет очень тяжело играть, потому что у нас будет 3 БКБ, мы уже в тимфайте будем не слабее, чем они. Third game, I think they just thought that we're gonna last pick support. They thought to like Tiny score and Timur score and Sven, so the Malarin final got his Oscar. Опа, сейчас что-то будет. Удивят ли нас? The moment this Husker picked, it's just a checkmate. Like the game is over. Like they have nothing. Умер от Эндерфайра. Да, Кэрсбат. Упал, сейчас, может быть, все-таки Тайвер тут будет жить, но хотя бы приходит Малрин. И на 11-й минуте падает Т2. Вот так вот. Отцеплять. Так, прыжок. Идеально подброс. Леопард перерезает. -2 делает. Сларк без байбека. Кентавр. Good game, well played, друзья. Falcons выходят в гранд-финал Бэтбум Дачи. Очень сильно. Очень на стиле. Как же круто они разобрались в третьей решающей карте. Его Хускар на ласпик — это там герой, которого он спамит в матчмейкинге уже там год. Бэтбум должны были быть к этому готовы. То есть это опять же задача тренера, и у него просто это из головы вылетело. Они банили тогда Рубик, Фурион. Ну то есть вот именно Бэтбум там поплыли. Я уверен, что они могли Фальконс обыграть, если бы хорошо стратегически были готовы. То есть для меня номинальный Бэтбум могли спокойно топ-2 занять турнира, но у них очень сильно строится игра от ГПК, и вот то, как его Малрин там на Хускаре уничтожил, мне кажется, это сильно повлияло. Это жесткая ошибка, которая просто их похоронила. И потом как будто по морали уже просто, не смогли дальше собраться, там, поверить в себя как-то. И прям видно было, что против Liquid уже не та команда вышла совсем. Вот. А Liquid на супер кураже, просто по нижней, не проигрывая ни одной игры, со своими стратегиями, заставляя там банить этого алхимика. В кустах, ему больно, тыкает его Микки Смелда, подцепили еще и Иксема. И Циклон, это, я так понимаю. Да. Но это good game. Наверное, good game, да, выкупается Феникс, но уже ГГ написал. Эйс врывается, пытается помочь, попадает под курсу. Это GG, команда Liquid проходит дальше. Подцепили Свена, Свен не может остаться в живых и погибает. Пишем ГГ, выходим, друзья. Вот так вот Liquid прошлись по нижней сеточке. Врывается Торонто Токио, есть Блэкхол! Есть и виндвейкеры, массовые Торонто Токио. Можно снова попробовать выдать рефреш Блэкхол. Был очень долгий матч, лейтгейм уже был за драфтом Бэтбум, но Liquid очень круто подготовились. Они просто играли в свою игру. 2 оставшиеся карты, это был просто будто бы вынос. Что-то пытаются Бэтбум при этом, да, драться, но это так смешно выглядит. Вроде не хочется сдаваться, у тебя такие герои, но такое уничтожение, это ПП. Это ПП. ГПК пытается сделать хоть какой-то размен. Размена не будет. GG. Бэтбум вылетает с Бэтбум Дачи. Ваш типа под файфай ебанутым спылом 60 дэмэджа в секунду. Мы до 15 минут фантазмов. Если я... Вы тут. Мы сейчас берем. Друзья, всем большой-большой привет, доброго вечера. Адекват Артик для вас. Прокомментируем этот финал Liquid Falcons в формате Best of 5. Посмотрим, какая из этих двух команд достойна. Обычно команда из нижней сетки выиграет в гранд-финале за счет того, что она имеет больше практики в лузерах. И тем самым, грубо говоря, просто быстрее растет по ходу турнира. У Liquid было время подготовиться к Бэтбум, построить свои драфты, стратегии. Вот они обыгрывают Бэтбум, и потом им сразу, грубо говоря, играть с Falcons. А Falcons все это время их изучают, сидят, то есть спокойно на чилле. Чтобы еще себя прям превзойти, нужно какой-то лютый кураж поймать. Обычно такое происходит, кстати, только на супер крупных турнирах, где вот уже реально нервы влияют. Я думал о том, что я сделаю, если я выиграю финал. И я хотел бы персонально для моих родителей, особенно для мамы, она мне подарила жетончик на день рождения, где написано, что она всегда со мной, моя любимая мама. Меня до слез это тронуло, и я хотел, что если я какой-нибудь турнир выиграю, я скажу спасибо и покажу, почему я выиграл турнир. Потому что благодаря Кока-Коле. Скитер пока выигрывает какие-то ресурсы у соперника. Пробила Марс, довольно неплохо. Мы прыгают, Амар! Просто Марс инстут!
Но Марс спасает, и Блэкхолл залетает гирокоптера после Аегиса, можно быстро забрать. Сейва нет, прыгает ребаундом сверху. Да, забирает гирокоптера, выигрывает драку Ликвид. Минус Shadow Demon, следом идеальный тимфайт Ликвид. Но Falcons вышли на какой-то свой хай-левел, они жестко просто собрались, и они их просто переиграли на скилле. Энигма прыгает, Малрин находит Энигму. Как тут он стоял, 33-й. Ворон считал, минус Энигма. Ниша убегает, да, опять пытается Демоник Пуш, уже и Скиттер тут как тут. А как один за другим? Ребята из Ликвид после феноменального тимфайта не могут полечь здесь. Ниша сейчас погибнет, Ниша будет умирать. Прихватили виспак вышки, его тоже убит минус 4. Видимо, уже подготовки недостаточно для того, чтобы обыграть эту команду. Там сопротивляться тут не получается. 33 даже Блэкхолл разобрать не смог. Ни один, ни в прошлой драке, ни в этой. 1-0, друзья, вот так стартует гранд-финал. Falcons справа. Falcons — это не та команда, которую можно заставить распрок стратегиями. Потому что они стратегически на турнире просто выше всех на 10 голов. Подкоп от Бокси мимо. И Ниша пришел сюда просто так, потеряли оффлейнер. I think in second game it was a bit of throws and things. I think it was not like the cleanest game we ever played. Прыгает Рэвидж на развороте. Пытается Мара забрать через бимы. Там не подошел тиммейт. Это был крит. Не успел дать свои нюки. И можно забрать сейчас Снейк Кинга. А Снейк без липов после предыдущего момента. Лопата ресурсов здесь потратили. Falcons на убийство Луны. But I think we managed to outplay enemies regardless in the end. Есть байбек, арена ставится во всех. Скиттер туда, холдауном, флэком. Будет расстреливать соперника. Минсменша по спирит. Безумное количество урона. Минус саппорт. Саппорт рассыпались. Ниша БКБ. Он просто схлопнулся. У него нет байбека. 33-й тоже будет умирать. Поднимает себя в Юл. Но это ненадолго. Микки, Тимоник Фурш ловит. Есть копье. Прихватили к дереву. Скиттер тоже его расстреливает. Shadow Poison. Справляются Falcons благодаря своим выкупам. Шикарной арене от Амара. And I think our heroes are just way better than theirs. So like we can mess up way too many times and still win. Парни Голфтрон. Парни Голфтрон. Скиттер идет. Most nervous moment is when we went to just throw it to finish the game on Edge's second game, and they swapped Gyro, and he almost died. If like we couldn't just save him in the last second. Какая-то плюхи, свап пошел, пытаются быстро убить, ставит за арену, нужно гирокоптера, он дисрапшн получает открыто. Там еще одна арена будет сейчас. И сатаник нажал, будет хилиться и бить, хилиться и бить, хилиться и бить, минус Луна. Утрон оставит 20% хитпоинта, райт-клик, патрону, еще пару ударов, еще немножко, Falcons делают это 2-0. I just think it's really important we just take the time, reset emotionally. If we're just on a normal level, playing like normal, after that game, they will be mentally fucked. Remember all your practice? Let's go back in. Так, куда-то выходит Ликвид, опять вместе, им нельзя вообще никак разделяться. Ой-ой-ой-ой-ой, встречаем? Да, Мартал с БКБ, говорит, здорово, ребята, теперь меня так просто не убить, у тебя клип, сколько урона. Кораблик, правда, летит, может немножко отойти сейчас, да, спускается через форстапы, пытается Малринка вот догнать, у него урона и ресурсов просто не хватит. Сплэкер отстреливает Пирану, нажимает на пай, Тайтл Вейв, стягивает, убивает Vengeful Spirit. Малрин под Фесселом, но жив до сих пор. Ультракилл бай Скиттер. Ну что, красивый рэмпэдж оставит его, толкает вперед Скиттера. Наконец-то садили. Скиттер, бей! Скиттер, рэмпэдж! Most exciting moment, probably game 3, when I just go in on Kunkka and press all my spells and be a clown and run in and just not die, and they all die. Да, Малрин встречает здесь Луну связали, застанили, не выпускают ее из стана. Нажимает БКБшку, нажимает шар, нажимает ультимейт, там свап, но нет. С запасом на самом деле сейчас все у Falcons, погибает уже 3 героя Ликвид. Бокси тут на кресте, просто все, в разнос. ГГ. Ну что, друзья, это 3-0. Falcons выигрывают гранд-финал, выигрывают Bad дачу. It feels amazing winning this tournament. Thanks to my family, thanks to my team, thanks to my previous teams who even tasted me. Thanks to Falcons for also believing in us, and hopefully we will show that MENA region, it will be a strong region, and hopefully we'll see it. Ну смотри, мы вот общались до старта турнира и спрашивали многих игроков, как вы считаете, какая самая слабая команда? И как ты думаешь, кто из игроков назвал Falcons? Мне кажется, таких вообще не было. Ну, либо один чел какой-то был. Условно... Я бы даже сказал, что это не СНГ чел. Либо это сказал Киритуч в Рофл, либо это сказал, условно, какой-нибудь китаец. Один из них. Это ты сказал? Да, кстати. Сейчас что думаешь? Ну, я до сих пор считаю, что мы самая слабая команда турнира. Просто чуть сильнее других. А под какую песню хотел бы выйти на награждение? Если бы персонально я выбирал, мы бы все выходили под «Старую мельницу» от Игоря Николаева. Мы бы прям все выходили медленно, потому что трек бомба. Там где-то старая мельница.
одинокий, море, пальмы и песок. Только по ночам мне снится, милый сердцу